Ну что, привет, друзья мои. Мне кажется, нас обманули, потому что дали Теслу с половиной руля. Где вся остальная часть? Во-первых, нету поворотников, остались вот только такие кнопки, которые показывают теперь поворотники, нету обычного рычажка. Во-вторых, нету коробки передач, которая здесь была раньше прикрученная как будто бы от Мерседеса под рулем, а теперь оставили нам вообще только руль, да и то половину. Как переключать, как же все-таки управлять машиной? Это, по-моему, самое сложное вообще квест. Каждый раз садишься в новую Теслу и думаешь, что со мной не так? Почему я не понимаю, как управлять этим гаджетом? Так вот, коробку передач перенесли теперь на экран вот сюда. Вниз, вверх, значит, едем назад, едем вперед. Нужно, конечно же, зажать педаль тормоза для того, чтобы машина отреагировала на подобные реакции, потому что мы сейчас собираемся, допустим, ехать, да, у меня открыта дверь, потому что мне нужен свежий воздух. Я открываю, я тяну машинку вперед и таким образом говорю, что я хочу ехать вперед. Мы тихонечко поедем, потому что у меня камера на штативе, я не хочу, чтобы она упала. И мы делаем движение пальцем назад и плавно едем назад. У нас открывается теперь камера на весь экран. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на этот экран размером с телевизор. Посмотрите, диагональ. У меня в детстве мониторы был, по-моему, компьютерный меньше экраном, чем здесь сейчас. Я, конечно же, не пристегнута, потому что зачем? Мы же делаем обзор. Первый взгляд на машину, сумасшедшую машину, у которой парковка просто совершается нажатием одной кнопки. Все ушло сюда. Бардачок теперь открыть без кнопки экрана невозможно. Нажимаем на машинку, ищем здесь glove box, то есть коробочка для перчаток, и он нам открывает. Нажимаем, открылся. Молодец. Что у нас здесь? Посмотрите, вот это ключик, обычный, стандартный ключик в виде маленькой Теслы. Мы ее нажимаем, она таким образом обычно закрывается. Это что-то непонятное, это карточки. Теперь карточку я могу вставить себе в кошелек и просто прикладывать карточку к двери, и таким образом у меня машина будет закрываться либо открываться. Очень, кстати, удобно, и странно, что все остальные производители до сих пор до этого не додумались. Но пока что мы это оставим здесь. Кнопочка аварийки. Здесь у нас, кстати, по идее, тоже можно управлять машиной, то есть нажимать паркинг, задняя, нейтральная и драйв. Давайте начнем с того, что это не просто Tesla Model S, это Plaid. Это та самая, которая имеет меньшее количество километров запас хода, но большую скорость ускорения. Поэтому здесь, когда мы говорим про управление автомобилем, предлагают три варианта: Chill, Sport и Plaid. Plaid, я бы сказала, ракета. 2 секунды! 2 секунды разгон с машины до 100 километров. Это просто обалдеть. Такой автомобиль дает фору всем остальным. Porsche, Ferrari, Lamborghini и так далее. Все остальные спортивные автомобили просто отдыхают по сравнению с тем, что сейчас делает Tesla. Мое мнение, ее обязательно нужно взять на трек и протестировать. Но, к сожалению, я не могу делать это прямо сейчас, поэтому... У нас сейчас появляется такое солнышко. Preparing to launch, занижается подвеска. Поехали. Раз, два, три. Это было там что-то 120 или 130 километров в час. Вот так вот. Ракета. Он прям так и показывает, что вот унесет сейчас в космос. Благодаря огромной батарее, которая находится внизу этого утюга, машина, в принципе, управляется очень хорошо. Поэтому ее, я думаю, легко можно брать на трек и производить там впечатление на всех остальных владельцев Porsche, Ferrari, Lamborghini и прочих. Я думаю, что то, как задает тренды Tesla, то, как она удовлетворяет потребности своего пользователя, даже вот вы знаете, да, что Tesla не называет своего водителя водителем, она называет его юзером. Юзер. Ведь это же гаджет, это не машина больше. Нет, машина, ладно, хорошо, машина с элементами гаджета. Вот мне еще интересно, на самом деле, поездить на этой машине
просто по городу, потому что я себе думаю, вот это вот все крутить, вот это не очень для меня пока очевидно удобно, но надо попробовать, и, возможно, я к этому привыкну. В следующий раз, когда будут делать рестайлинг Теслы, они нам просто выдадут такой рычажок компьютерный, знаете, или джойстик вообще, и можно будет управлять машиной просто джойстиком вот так вот на кнопочках, а потом просто заберут руль. То есть его сейчас вот забирают этапами. Сначала срезали половину, потом оставят какой-нибудь маленький джойстик, и потом уже совсем заберут. Так что будьте готовы к тому, что машины с рулем, да еще и на автомат, на механической коробке, на мануальной, скоро станут просто ретро-автомобилями и будут продаваться на аукционах как нечто уникальное, потому что люди лишатся права выбирать, куда им ехать, как ехать, с какой скоростью. Но с другой стороны, нужно понимать, что это сохранит огромное количество жизней, потому что человеку свойственно ошибаться. Я думаю, что компьютеры ошибаются все-таки реже. Как обычно, автопилот, все дела, все приколы Теслы, мы все знаем, мы уже с ним знакомы. Но объясните мне, пожалуйста, почему у меня теперь все на кнопках в этой машине? Для того, чтобы выйти из автомобиля, мне нужно нажать вот эту кнопочку. Вот эту, понимаете? Вот эту кнопочку надо нажать. Все на кнопочках, все. Попробуем сесть сзади и посмотреть, как же сзади автомобиль теперь выглядит. А вы знаете, что нужно сделать прямо сейчас? Это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы хотите узнать еще про новую Теслу. Потому что сейчас я делаю просто самый первый, это не обзор, это просто первый взгляд на автомобиль, который я вижу сама впервые в жизни. Поэтому, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я буду очень рада, на самом деле, помочь, ответить и протестировать машину так, как вы бы этого хотели. Закроем сейчас дверь. Ну, начнем с того, что здесь куча места. Просто неимоверное количество места для пассажиров сзади. Очень красивый, посмотрите, стеклянный потолок, полностью из стекла. Видите? Прозрачный, совершенно прозрачный, так необычно. Главное не попасть в никакой град. То же самое, открывается машина вот кнопочкой, нажатием на кнопочку. При том, что спереди есть аварийный дополнительный рычажок для открытия двери, а сзади нету. Похоже, что детям выходить не обязательно. Так, и здесь у нас проигрыватели. Медиасистемы. Теперь ваши дети не будут скучать, потому что они могут смотреть Netflix, Twitch, YouTube, пожалуйста. Знаете, как меня найти, кстати? Очень просто. Нужно написать She is Lola One и потом нажать Enter. И вы найдете меня. Обязательно нажмите subscribe, если до сих пор этого не сделали. Вот и я. Ну что, друзья, мои первые Посмотрите. собственные мотодни на треке. Все работает, видите? Даже собственный канал могу найти. Вообще странная тачка, если честно. Доводчика двери нету. Вот закрываешь, и она потом светит. Не закрыта плотно дверь. Это так раздражает, особенно когда у тебя в предыдущих автомобилях были доводчики, и так было комфортно, что ты легонечко прикрываешь дверь, и они сами закрываются, например, в Audi, в Tesla, в Model X. Все закрывается автоматически. Здесь же нужно прям как с холодильником хлопать дверь. Нежно, но хлопать. Еще один прикол, связанный с вот этой системой кондиционирования. Раньше тут были какие-то все-таки небольшие, но щелочки, крутилочки. Теперь остались щелочки, а управление все идет с экрана. И если мы хотим поднять или повернуть воздух, нам нужно просто на экране нарисовать поток, который мы хотим. Видите? Правее, левее. Теперь все управление снова идет с экрана, даже воздушных потоков внутри автомобиля.
Здесь на двери, несмотря на то, что есть кнопочка, то есть кнопочкой открывается он, также можно открывать его и экстренным рычажком. Если, например, с кнопочкой что-то произошло, что-то пошло не так. Ну а в принципе, если посмотреть так, как на обычную машину, то ничего особенного. Машина как машина. Да, электрическая, да, с автопилотом, да, с таким необычным брелком, да еще и карточками. Но в целом это просто автомобиль, который предназначен возить нас комфортно, безопасно и иногда производить впечатление на окружающих. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите мне их в комментариях. Я надеюсь, вам было интересно. Это небольшое видео, небольшой первый взгляд на машину, которая, в принципе, задает тренды, которая меняет этот мир, которая делает нас, ну, пускай немного счастливее. Берегите себя на дорогах и берегите окружающих тоже. Пока!